США и Украина довольно неожиданно пришли к согласию на переговорах в Саудовской Аравии. Украина соглашается на 30-дневное прекращение огня и получает возобновление американской военной помощи и обмена разведданными. Теперь мяч на стороне России. Теперь Путин должен согласиться на перемирие. Предполагается, что уже в ближайшие дни Трамп с ним переговорит, а его команда заявляет, что вопрос о том, будет ли мир, уже не стоит. Теперь вопрос иной – когда его заключат? До вчерашнего дня, чтобы считать любые слухи о какой-то заморозке войны реальными, чтобы питать какие-то надежды на хотя бы замедление кровавой мясорубки, нужно было включать воображение на полную катушку. Потому что в реальности не было абсолютно никаких предпосылок. Были только заявления новой американской администрации, каждый день все чудастее, и комментарии воюющих сторон, составленные так, чтобы и Трампа не обидеть, и обязательств на себя никаких не взять. Встреча в Джидде тоже не сулила ничего хорошего. Украинская и американская делегации встретились спустя 1,5 недели с перепалки в овальном кабинете на фоне приостановки военной помощи Украине и обмена разведданными. Новостной фон был таков, что хоть святых выноси. США требуют от Украины всего на свете: извинений себе, территориальных уступок России, денег в разных формах, отставки президента. Приближенные Трампа и он сам, пусть иносказательно, но возлагают на Украину вину за начало войны. Украина, по мнению американской стороны, везде, всем и за все должна. В то время как Путин не должен никому и ничего. В российскую сторону шли лишь какие-то мутные слухи о смягчении и снятии санкций. Все выглядело так, будто Трамп, вместо того, чтобы быть медиатором конфликта, выбрал сторону Путина. И судя по комментариям американских аналитиков, изнутри США все выглядело так же. Впечатление было настолько сильным, что госсекретарь Марко Рубио публично уточнил: США точно не будет поставлять оружие России. То есть диспозиция перед встречей была такая, что нужно было уточнять отдельно, что химарсы на Киев не полетят. Ожидания от встречи были соответствующие. Ожидалось, что американская страна предложит украинской как-то в одностороннем порядке закончить войну, перестать на себя нападать, а не то хуже будет. И на этом все разойдутся, выпустив ничего не значащее коммюнике. Приятно поговорили, ни к чему не пришли. Ведь из позиции «дайте Путину все, что он хочет, и, может быть, он успокоится» нельзя прийти вообще ни к чему. Если исходить из таких ожиданий, то результаты встречи просто потрясающе хороши. Украина согласилась на заморозку войны по текущей линии разграничения и на немедленное прекращение огня, пускай на 30 дней, но по всей линии фронта, при условии, что Россия согласится на то же самое. Кажется, что Трамп от Украины получил все, чего хотел. Конкретный документ о стремлении к миру, конкретное согласие прекратить огонь. Больше Украина не может сделать ничего. Ведь не она же ведет наступление на чужой территории. Весь разговор американской администрации сместился теперь в другую сторону. Ведь у нее теперь есть конкретный документ с конкретными обязательствами. И единственное препятствие к немедленному перемирию – это получение согласия Путина. Трамп хотел от Украины сделку. Трамп получил от Украины сделку. Пока не похоже, что Украине пришлось хоть на какие-то уступки в этой сделке пойти. Она согласилась на безусловное прекращение огня, а взамен получила разморозку военной помощи, в которой нуждалась. Теперь, очевидно, никаких вопросов к Украине быть не может. Единственное препятствие на пути к сделке – позиция Владимира Путина. Теперь он сейчас стоит на пути Трампа в деле выполнения своей предвыборной программы. Я, мол, обещал, что огонь при мне прекратится, и он прекратился. Этого хочет добиться Трамп. Вчера произошел совершенно изумительный разворот, который не нужно недооценивать. Администрация, которая вот уже 1,5 недели жестко давит на Украину, теперь поворачивается к Путину. Вот тебе документ. Вперед! Судьба мира теперь в твоей подписи. Из точки, где Украина, мол, хочет воевать до скончания века, хочет бесконечно трясти из Америки деньги, и вся задача сводилась к тому, чтобы додавить Зеленского и его администрацию, которые, мол, не хотят мира, мы пришли к точке, где ожидается вполне недвусмысленный ответ уже от Путина. И не общие рассуждения, а обязательство прекратить огонь. Теперь у Трампа в руках бумажка, которую он предложит Путину, и тот может либо согласиться, либо отказаться от предложения Трампа. Не предложение Украины, это важный момент. Согласиться или отказаться Путин может от предложения Трампа. То есть Трамп либо получит себе большую, яркую и бесспорную победу, либо Путин ему в этом помешает. Причем американская администрация, анонсируя переговоры и комментируя достигнутую с Украиной договоренность,
Говорит, что все свершится буквально на днях. Говорят, мол, вот-вот-вот, мы переговорим с Путиным, и все будет красиво. Таким образом, Путин из страны, перед которой американская администрация едва ли не заискивает, стал тем, у кого даже особо времени нет. Ему нужно принять вполне однозначное решение, причем прямо сейчас. Война прекращается, либо война продолжается по его односторонней инициативе. Вести бесконечные консультации и отбрехиваться до тепловой смерти Вселенной, как он любит, тут не получится. Легендарная группа Tequila Jazz вот-вот начнет свой тур по городам Европы. Начнется тур 14 марта в Таллине. Затем будут Хельсинки, Рига, Вильнюс, Варшава, Краков, Вроцлав, Берлин, Амстердам. Обязательно посетите концерт, если будете в этих городах. Это хорошая возможность, чтобы увидеть группу на сцене и услышать известные песни. Группа существует чуть ли не столько же, сколько «Новая Россия» с 1993 года и известна своим экспериментальным звучанием. После начала войны вокалисту и лидеру группы Евгению Федорову пришлось уехать буквально через неделю. Он выразил свою позицию сразу и четко, и в его адрес стали поступать угрозы. Так что теперь коллектив творит за рубежом. Записал антивоенную композицию, а также принял участие в создании того самого альбома исполнителей-иммигрантов «После России». Весенний тур – это только начало музыкального путешествия Tequila Jazz. Не упустите шанс, приходите на концерт, отдохнете в хорошей компании и поддержите музыкантов. Купить билеты и посмотреть даты концертов можно по ссылке в описании. Это некоммерческая интеграция. В отличие от всей той мути, которую мы слышали и читали в последние 3 года относительно каких-то перемирий, эта ситуация не может быть навечно подвешена в воздухе. Плюс-минус скоро мы с вами поймем, выиграл тут Трамп или проиграл. В отличие, опять же, от прочего, это будет однозначная победа или поражение Трампа. И в случае поражения будет конкретный виновный, и это будет Путин. Трамп обещал давить на обе стороны для заключения мира. Пока он давил только на Украину. Нынешнее же предложение уж никак нельзя иначе интерпретировать как давление на Путина. Насколько понятно сейчас, Путину даже никто не дает пространства для маневров в вопросе условий. Прекрати огонь на 30 дней, и все тут. С чем связана такая резкая смена американской позиции и, очевидно, позиции лично Трампа? Ну, тут разобраться не так просто. Для начала, перед нами явный дипломатический успех украинской команды переговорщиков. Возможно, повлияли усилия европейских лидеров, которые активно бросились тушить конфликт Трампа и Зеленского. Возможно, помогло то, что самого Зеленского не было на мероприятии, и никто не требовал перед согласием на прекращение огня дать гарантии, что отправят свои войска воевать с российскими, если что-то пойдет не так. А также не пытался пересказывать присутствующим краткое содержание марафона Freedom на английском языке. Возможно, ближайшее окружение Трампа смогло убедить его, что в сложившейся ситуации он выглядит не миротворцем, а заместителем Лаврова. Что настолько яростная пророссийская позиция не находит отклика даже среди самых верных лоялистов. Как бы кто ни относился к Украине и военной ее поддержке, но идея явно кинуть союзника по-прежнему выглядит не очень. Все-таки Трамп, исполняя свои предвыборные обещания, развязал сразу очень много конфликтов. Тарифную грызню с Канадой и Мексикой, сейчас еще и с Евросоюзом, погром американской бюрократии, массовые высылки мигрантов, сокращение разнообразия гендеров до 2. Но как бы ни были избиратели воодушевлены этими экстремальными и решительными шагами, все-таки от переименования Мексиканского залива в американский яйца не слишком подешевели, а массовые увольнения госслужащих и взаимные пошлины с Канадой, если и повлияли на капитализацию американского фондового рынка, то в обратную ожидаемую сторону. Да еще и очень сильно. Развязывание конфликтов может выглядеть эффектно и на какое-то время публику впечатлить. Но рано или поздно нужно принести какую-то победу. И если вести себя в деле урегулирования российско-украинской войны так, как прежде, то никакой победы не будет. Будет много шума и скандалов, которые расколят аудиторию, а в результате и предъявить нечего. Получится, что при плохом и, как он там говорит, глупом, неудачливом Байдене война шла, а при великом Трампе идет еще пуще. А может быть, у администрации Трампа и у него самого вообще изначально план такой был по этой войне? Активно давить на обе стороны, причем начать со своего союзника. Потому что пока союзник не согласен на прекращение огня, то и прекращения никакого быть не может. Бог весть, мотивы могут быть любыми, но нельзя не сказать доброго слова о позиции американской администрации в данном случае.
Она сделала самый осмысленный и сущностный шаг в сторону мира за все 3 года. Она добилась от Украины безусловного согласия на прекращение огня, чего раньше не было. А Путину выставлено вполне ясное предложение, и мяч теперь на его стороне. И вот это самый важный сюжет. С одной стороны, очевидно, что Путин не хочет ссориться с американской администрацией. Рассыпаться перед Трампом в комплиментах, называть гением, читать исторические лекции, а тем временем разводить так, как у отставных чекистов принято разводить коммерсов, это да, сколько угодно. А вот разругаться вроде как и нет. В данном случае нет никакого временного зазора, чтобы кого-то развести. Есть условия, которые можно принять или отвергнуть. И отвергая, нельзя не выставить Трампа в дурном свете. Ведь он обещал всем мир. Он всем рассказывал, как Путин его уважает и как лихо он с этим Путиным сделку подпишет. Отвергнуть эту сделку сейчас значит нанести Трампу не только политический ущерб, но и ударить по его самолюбию. Отобрать победу, которая уже была объявлена. Какие бы ни публичные шушуканья не происходили между командами Трампа и Путина, про смягчение санкций, про экономическое сотрудничество, какие бы там комплименты в сторону друг другу не отвешивали, как бы вместе не ругали украинскую власть, все это сейчас не имеет никакого значения. Предложение сделано публично. Принять или отвергнуть его можно тоже только публично. Отвергнуть его публично и не испортить при этом Трампу настроение никак не выйдет. С другой стороны, как минимум очень трудно придумать причину, почему Путин может пойти на 30-дневное прекращение огня, если не считать аргументом желание сделать Трампу приятное. Во-первых, прекращение огня будет выглядеть как решение, принятое под давлением. И этого никак нельзя будет скрыть. Американцы с украинцами о чем-то там в Саудовской Аравии договорились, за Путина решили, а он теперь должен просто подпись поставить. Такое впечатление от происходящего сейчас транслирует примерно весь Z-Telegram, и сложно тут что-то возразить. Да, имея монополию на пропаганду, можно что угодно выдать за победу. Но даже при такой монополии будет очень трудно избавиться от ощущения, что вся специальная военная операция была затеяна и велась только для того, чтобы впечатлить начальство из Вашингтонского обкома. А когда новому начальству надоело, Путин тут же забыл и о денацификации, и о демилитаризации, и о наших парнях, сотнями тысяч жизней которых было за эти фантазии заплачено. Трамп, конечно, наш уже дальше некуда. Без 5 минут Даня Козырев, почетный гражданин города Грозный. Но его предложение все еще выглядит как страшный сон любого человека, которому хватило ума всерьез воспринять весь пропагандистский нарратив государства за последние лет 20. Ведь это буквально и есть то самое внешнее управление. Годами рассказывали, как Америка везде и всюду посадила марионеточные правительства, с украинцами воевали, чтобы их из американских объятий вытащить, а тут получается теперь что? Ну это, допустим, полбеды. Допустим, Соловьев расскажет, что это мы сами, как знамя на Рейхстаг, на стол Трампа подсунули план нашей победы, а с возмущенной Z-общественностью чудно справится Центр МВД по борьбе с экстремизмом. В деле смены сюжета на ходу и расправы над особо несогласными нашему режиму нет равных. Геркин-Стрелков не даст соврать. Но главная проблема в другом. Она не меняется последние пару лет и не зависит от текущей американской администрации. Путин нашел для себя способ воевать долго и без политических издержек. Его война обходится в сотни жизней ежедневно, но это жизни не призывников, по большей части не мобилизованных. Это жизни наемников, которые безо всякого принуждения пришли за своими миллионами рублей и оказались в окопе. Главная политическая издержка любой войны – протест против потока гробов на родину. И она, по сути, снята с повестки дня просто тем, что за все уплочено. Рекруты за подписание контракта получают столько денег, сколько никогда бы не заработали за остаток жизни. Их родственники в случае гибели получают больше, чем могли себе представить. Путин может отдавать сотни жизней за каждый день войны ровно потому, что жизни эти принадлежат не вчерашним школьникам, чьи обезумевшие от горя матери завтра выйдут в траурный марш. Нет, это жизни мужчин под полтос, за которых на марш никто никогда не пойдет. Платить все большие деньги за подписание контракта и компенсации погибшим не самая важная расходная часть этой войны. Чем еще ему эта война мешает в моменте? Массовыми прилетами по российской территории? Мы не знаем случаев, чтобы хоть один из этих прилетов хоть каким-то образом угрожал лично Путину и его окружению. Это во-первых. Во-вторых, Россия слишком большая страна, чтобы прилеты стали политической проблемой. Когда где-то бахнуло, это проблема тех, рядом с кем бахнуло.
НПЗ в Ростове для жителей Питера не сильно ближе, чем шахта в Берлине. С точки зрения Путина все идет так хорошо, как никогда прежде. Он наступает. Производимые этим наступлением трупы ему нипочем. Если слушать его публичные выступления, то он прям светится от всей этой движухи, как он говорит. Совершенно пока непонятно, что должно его побудить к прекращению огня. Есть надежда на какие-то непубличные договоренности, на какой-то хитромудрый размен смягчения санкций на прекращение огня. Есть надежда, что сама по себе фигура Трампа в глазах Путина все меняет. Есть надежда, что конфликт с Трампом – это та самая издержка войны, которую Путин хочет избежать. Имеют ли эти надежды под собой основания, мы узнаем уже очень скоро. Хорошая новость в том, что пока нет плохих. Мы прекрасно понимаем, как выглядела бы реакция на такие договоренности США и Украины при любой другой американской администрации, например, при прошлой. Мария Захарова сутки напролет упивалась бы самым отборным на свете хамством. Этого не происходит. Более того, видимо, действительно происходит какая-то подготовка к переговорам уже Трампа и Путина. Это гигантский прогресс. Нет сейчас ничего похожего на согласие договориться с российской стороны. Но, видимо, есть согласие поговорить. В нынешней конфигурации это уже нечто невиданное. Мы не знаем, сложится ли решение о заморозке войны хотя бы на 30 дней, а если сложится, насколько будет устойчивой эта заморозка, насколько эти 30 дней получится продлить. Но если мы получим хотя бы 30 дней после 3 с лишним лет, 30 дней, когда людей перестанут убивать сотнями в рутинном режиме, это уже будет чудо и бесспорное достижение. До завтра.